И снова здравствуйте! Порассуждав в прошлом видео о пройме, продолжу сегодня о рукаве. Построение будет эффективным, понятным, если вначале разобраться, что такое рукав, важное о нем и особенности видов. Рукав – часть плечевого изделия, закрывающая руку полностью по кругу от линии глубины проймы, насколько углубленной бы она ни была, а также выше этого уровня поверх плеча. Некоторые рукава могут не доходить даже до линии проймы. Рукава бывают вточные, соединяемые с лифом, либо цельнокроенные с ним. Отдельно выделяют рукава реглан. Они соединяются с лифом, но при этом содержат в своей конструкции часть переда и спинки. Бывают смешанные рукава. Например, одной частью реглан, другой вточные. Вточные рукава принято делить по глубине и форме проймы. Также рукава делят по количеству швов, разделяющих их на вертикальные части. Называют их одношовные, двухшовные, трехшовные рукава. Изначально рекомендуют изучить базовые варианты, от которых потом с помощью моделирования можно создавать более удобные или декоративные варианты рукавов. Сегодня мои рассуждения о вточных рукавах. Вточной рукав содержит часть, ограниченную линией, по которой втачивается в изделие, а также часть, расположенную ниже, покрывающую руку. Обе части могут обладать разной формой не только в результате моделирования. Для чего и как может быть получена форма рукава без моделирования? Под моделированием часто подразумевают именно вариации разнообразия декора. Базовыми же называют необходимые вариации для основных изменений форм, соответствия силуэту, удобства. Рукава можно разделить на разные по длине: короткие до локтя, 3/4, полная длина до запястья, удлиненные. По соответствию силуэту принято выделять нормальные, узкие, очень узкие, свободные. Но что это значит? Первое. Это величина свободы облегания к замеру плеча, то есть обхват плеча плюс свобода облегания. Принято к прилегающему силуэту подбирать рукава с минимальной свободой облегания 2-3 см и более широкие для полуприлегающих около 5 см и еще более свободные для прямых и свободных силуэтов. Чаще узкие одношовные рукава используют не как самостоятельные, а как базовые для моделирования других рукавов. То есть это минимально необходимые длины по ширине, который можно как угодно расширить, будучи уверенными, что точно подойдет рукав, если уж узкий получается надеть. Часто под понятием узкий рукав подразумевает рукав, нормальный по свободе облегания к обхвату плеча, но обуженный по длине руки. То есть не прямой вниз, а имеющий малую свободу к обхвату локтя, запястья. В итоге имеющий именно зауженный к запястью силуэт. Так что именно рукава с более узкими по ширине участками по сравнению с шириной рукава на уровне проймы называют узкими. Не стоит путать эти признаки. Рукав, обуженный по длине, можно построить как от одношовного, удобного в обхвате плеча, так и двухшовным, чтобы с одной стороны подчеркнуть форму руки, сделав его корректно через дополнительные швы, без складок, равномерно по ширине руки. С другой стороны, для дополнительного удобства, чтобы ткань не натягивалась в движении, а поддавалась изменениям длин руки. То есть узкий рукав с малой свободой облегания прямой вниз, как база для других рукавов, мало используемых в своем обычном чистом варианте, и обуженные рукава, моделированные от, допустим, прямого, нормального по свободе облегания с помощью конструирования или моделирования. Классическим называют вточной одношовный рукав с полной высотой оката, обычно длиной до запястья. Линия оката – это верхняя изогнутая линия. Рукав по линии оката втачивается в пройму изделия. В зависимости от изделия, свободы, силуэта, линия оката в классическом варианте длиннее линии проймы. Эта разница припосаживается по линии проймы. Таким образом формируется самая верхняя часть рукава, уплощенная, острая, округлая, наполненная. Нужно это как для формы верхней части рукава, так и для функциональности. Нижняя часть рукава изначально это цилиндр. Такой рукав называют прямым, также трубой. Последующие изменения связаны с разной шириной на всех участках по длине рукава ниже линии проймы. Рука обычно не прямая, а немного согнута в свободном положении.
Правильно сконструированный втаченный рукав спускается вниз без складок, заломов. Пройма является опорной линией для рукава. Весь рукав от данной линии стремится отвесно вниз. У него больше нет точек опоры, кроме проймы. Рукав обычно подбирается под изделие. Сначала выбирается стиль, модель, где уже запланирован какой-то рукав. Строится лиф, проверяется пройма. После того, как она выверена, начинается построение рукава. Сначала в голове может появиться испуг, какой рукав выбрать, по какой схеме строить, одношовный или состоящий из нескольких частей. На этот вопрос ответить несложно. Рукав делится на части для создания формы, когда он должен отличаться от ровного цилиндра, а также для расширения на более полные в определенных частях руки, когда остальная часть рукава не должна быть громоздкой. В любой одежде можно использовать все виды рукавов. Просто есть те, которые чаще используются с одними или более часто с другими видами рукавов. Для одних нет нужды делать никакие, кроме одношовных, другие же будут неудобные или не создать нужную форму без нескольких швов. Например, стоит ли заморачиваться и для футболки шить короткий рукав с 2 швами? Наиболее часто используется одношовный прямой рукав для футболки. Это если короткий. Если рукав длинный, то тоже можно с 1 швом рукав. Но и здесь упрощенный вариант. Таков стиль. С другой стороны, и для зимнего пальто можно использовать простой прямой одношовный рукав. Но вот будет ли в нем достаточно удобно? Например, сгибая руку, мы получаем большую длину через локоть и меньшую через внутреннюю сторону сгиб. В зимнем пальто, кроме самого верхнего слоя, предполагается объемный утеплитель, нижние слои одежды, также дающий дополнительную толщину в области сгиба локтя. Рукав, построенный по прямым линиям до запястья, лишнюю длину соберет складками в сгибе локтя, плюс остальной объем ткани, только что упомянутый. В итоге нормально руку не согнуть. Потому даже если внешний слой по объему достаточен, практические нюансы стоит учитывать, подбирая вариант построения формы. Варианты конструкции нужны не для разнообразия или усложнения, а именно для формы. От прямого рукава можно строить любые расширения. Например, когда прямой рукав подходит, но в районе бицепса узковат. Вариантов много. Можно как ввести расширения местные, так и шов перенести из-под руки на внешнюю часть в центр и расширить округло в плече. Шов будет 2 выпуклых участков, а центральная часть остается прямой. От обуженного в любом месте можно строить разнообразные трикотажные, а также объемные, чтобы на полученном контрасте узких и объемных мест форма смотрелась ярче. 2- и 3-шовные рукава нужны для придания формы, отличной от расширенного с прямыми линиями и совсем прямого. Либо, если нужен прямой, но части до локтя и выше под углом друг к другу. Повторение контура руки. Еще разницей можно назвать более плавные формы одношовного рукава. Как бы ни казалось это уже произнесенным. Одношовный рукав более мягкий даже с выточками до локтя. Он равномерен по ширине. Так же, как и 2-шовный рукав, не всегда обладает яркой рельефностью. Если взять 2 двухшовных рукава с одинаковой шириной на всех участках, но с разным распределением ширины между 2 частями, это будет разное чтение силуэта. Более мягкое, плавное и более фактурное. Швы, контуры более равномерного распределения ширины дадут более яркий силуэт. Рука до локтя обладает несильным уменьшением ширины. После, к запястью, уменьшение более яркое. Но оно равномерное по всей длине, независимо, внешняя или внутренняя часть руки. Потому и линии обычно стремятся строить параллельными или с равномерным разведением от центра. В связи с тем, что рука на уровне проймы и у запястья сильно различается по обхвату, узкий рукав не строит, снимая разницу равномерно с краев внизу. В интернете можно встретить и вариант вогнутых внутрь линий, но не всегда поясняет, что это построение для очень эластичной ткани или очень широкого рукава на линии ширины оката для очень заниженной линии проймы, которую называют углубленной. Но там к складкам под рукой при ее отвесном положении нужно относиться спокойно. Для других рукавов это не вариант. Для того, чтобы проверить это, можно сложить выкройку рукава по шву, центр по вертикали, сгиб пройдет по локтю. Вогнутый срез, шов – это противоположная сторона. Очевидно, что это не соответствует форме руки,
как в прямом, так и в согнутом виде, вплоть до противоположного состояния. Форма полумесяца не характерна для руки. Так что только очень широкие рукава или трикотажные подойдут. Очень важно, строя конструкцию рукава, понимать, где на самом деле будет проходить шов в нижней части руки, в какой части запястья он будет располагаться, чтобы он не был очень скривленным, ушедшим в сторону. Итак, либо это очень незначительное заужение, иначе будет дефект из-за сильной разницы длин. Для заужения прямого рукава используют складки, сборки, либо это резинки на запястье, чтобы продеть руку, либо используются разрезы, шлицы, манжеты. То есть шлицы можно использовать и с двухшовным, и с одношовным рукавом. Но все же чаще именно со швом полноценным используются шлицы, когда рукав не просто заужен внизу, а по всей длине сформирован в более строгом стиле. Несильное изменение объема до локтя можно минимально отразить или вообще не учитывать при построении зауженного рукава. А вот от линии локтя вниз можно применить выточку, которую также заменяют посадкой или максимальным сутюживанием и посадкой. Потому, если посмотреть разнообразные учебники, можно увидеть скопированные в интернете, выложенные много где схемы построения рукавов, в которых просто выпуклые линии и не обозначено, что это переведенная выточка, предполагаемая для припосаживания. Выдернутая из контекста схема порой может запутать. Выточка может быть построена от нижнего среза к локтю, может быть переведена к вертикали, но она остается такой же по своей сути. В таком виде рукав становится более приближенным по форме к руке. Ничего сложного нет в его построении, стоит только не забыть об изменении длин, отраженном в построении линии низа, где будут складки, выточки. Низ рукава. Скос, угол наклона линии нижней части рукава, зависит от ширины рукава внизу и от ширины участков выше, которые могут быть равны, шире, уже линии низа. Изменение формы образованы углом вертикальных линий. Для оформления линии низа в линию, не обязательно прямую, вертикальные линии соединяются под нужным наклоном. Даже прямой, равный по всей ширине рукав, может иметь как прямую линию внизу, так и изогнутую линию, выгнутую по более длинной вертикали со стороны локтя и укороченную с противоположной стороны. В зависимости от ширины рукава, линия складок, выточек, линия низа может быть прямой или изогнутой. Также по прямой низ может быть под углом от локтя. Способы формирования могут быть разными. Подгибка с напуском, с манжетами, с резинкой. Манжеты бывают прямо и криволинейными. Линия низа для них также прямая или криволинейная. Также и с обтачкой. Для подгибки прямая линия нужна. Низ рукава часто заканчивают манжетой, которая может фиксировать рукав на запланированной высоте руки, либо быть декоративной обработкой низа. Соединяют рукав с манжетой, собирая низ рукава в сборки, защипы, складки, встречные или односторонние, влияющие на форму всего рукава своей насыщенностью, направлением, расположением. Манжеты, в свою очередь, также бывают разными, часто используемые невысокие, более нарядные высокие, высотой чуть ли не до локтя, широкие, узкие, с застежками в стык внахлёст с перегибом по ширине. На форму и восприятие рукава влияет ширина рукава на всех участках и его длина относительно длины руки. Например, удлиненный рукав, даже широкий, смотрится не так объемно. Для пиджаков пальто чаще используют двух-трехшовные рукава. Лучше сформирован рукав, к стилю больше подходит. Наличие подплечника повышает плечо, высоту оката, соответственно, удлинение, укороченное плечо. Удлинение плеча заменяет собой верхнюю часть рукава, отчего оно строится короче. Объясню позже, но и припосадка уменьшается. Для построения линии оката, конечно же, нужно иметь подготовленную пройму, так как высота оката и кривизна линии полностью зависимы с проймой. На пройме и окате при подготовке отмечают контрольные точки совмещения линий. Первое время лучше ставить отметки на спинке одни, а на переде отличные, чтобы не путать. Например, одна галочка и две.
Если выбрано малообъемное изделие и узкий рукав, но рука объемная, есть возможность моделирования, например, выточка по центру, у плеча, моделирование узкого в расширении, например, коническое. Если ткань поддается, излишки длины оката можно сутюжить. Также разная ткань по-разному отражает одни и те же выкройки рукава и основы. Толстые и тонкие – это разные объемности складок. Плотные и рыхлые по-разному поддаются ВТО. Рыхлые – это уплотнение ткани, уменьшением свободы между нитями и уменьшением тем самым длины ткани, длины оката в данном случае. Легче посадить в пройму. После того, как подобрана ткань и объем изделия, надо определиться с шириной рукава. Когда рука прижата к телу, основная ширина с внешней стороны расположена. Если оката в длину не хватает, ширина вся снаружи и вздернута, а неспокойно параллельно руке спускается. Это часто можно увидеть на футболках, платьях с короткими рукавами. Удлинение или укорачивание плечевого шва может играть роль не только на окате, но и на округлости или спрямленности линий проймы. Рубашечный втачивается в открытую пройму, хотя можно и в закрытую. Классический вточной в закрытую. Не всегда посередине проймы расположен боковой шов самого изделия. Принято для базы чаще так располагать. Когда речь идет о массовом производстве и в усредненных данных, это одно. Тогда и используют понятие стандартная фигура, отличная от стандарта. Для второго варианта, отличного от стандарта, принято верх вертикали центра рукава на 1 см смещать вперед для сутулых и назад для перегибистых фигур. Это вполне обоснованно. Если плечи сутулые, длиннее линия проймы по спине. Для перегибистых перед длиннее оказывается, чем у стандартных фигур. Потому и происходит смещение, чтобы зрительно не подчеркивать отклонение окончания плеча вперед и понимать, где более верхняя точка расположена для более корректного отвесного положения рукава относительно руки. При построении выкройки по замерам эти переносы не нужны. Там и так все по замерам очевидно. Там сразу используются нужные длины участков проймы, а конец плеча строится как надо, потому и совмещение с центром оката на нужной индивидуальной точке. Сборки защипы встречной складки распределяют так на рукаве внизу, чтобы спереди их было меньше, а к локтевой части больше, что обеспечивает свободу при сгибании руки за счет этой дополнительной длины. Сегодня я немного рассказала общего о рукаве, чтобы ориентироваться при создании базы и подбирать ее для нужных рукавов. Сама по себе эта тема очень обширная, но это в общих нужных чертах. До скорых новых встреч!